Здравствуйте! Это блог разработки игры «Лунный импакт». Меня зовут Алия. Меня зовут Артем. Мы разработчики, и мы решили начать такую серию видеоблогов, да, чтобы рассказывать об игре, вовлекать вас в наш проект и как бы делиться прогрессом. Итак, о чем же игра «Лунный импакт»? Это игра в жанре приключений и научной фантастики. Вы в роли космонавта прибываете на Луну для изучения ее суровой природы и загадочных аномалий. Вы погружаетесь в атмосферу жизни на спутнике нашей планеты, строите свою базу, создаете снаряжение, катаетесь на луноходе, изучаете обширные лунные моря, кратеры, лавовые пещеры, проходите также испытания экстремальными для жизни условиями, постоянной нехватки кислорода, опасных природных явлений, таких как метеоритные дожди, лунотрясения и другие неизвестные аномалии. В награду вы получаете ресурсы и совершаете множество научных открытий. Это если вкратце о чем наша игра. Если проводить аналогию, то по сути мы делаем своеобразную сабнаутику на Луне. Нам самим очень нравятся игры в подобном жанре, и поэтому мы решили сделать свою игру, да, реализовать свое видение, то есть механики будут похожими на игры типа сабнаутики. Итак, почему мы решили делать игру именно на Луне? Потому что мне кажется, что не так много интересных проектов именно с Луной связанных, хотя вроде бы странно, Луна ближе всех к нам. Может показаться, что это скучно, да, может быть, поэтому так мало проектов о Луне, но на самом деле, если изучить информацию, да, то можно найти очень много интересных фактов о Луне, в том числе, что на Луне наблюдаются необъяснимые свечения, да, вспышки, кратковременные лунные явления, так называемые, природу которых никто не знает. Вот, соответственно, есть как бы простор для творчества. Да, простор для фантазии. Естественно, будем создавать вот эти лунные аномалии, и они будут частью геймплея. Давай тогда поговорим о механиках теперь. В целом, как бы по механикам так. А что касается механики строительства. Механика строительства — это, в принципе, одна из основных механик в подобных проектах, и она уже, в принципе, есть. И, соответственно, то есть можно строить базу, расширять, объединять большие комнаты. То есть, в принципе, можно и посмотреть на видео, как это выглядит. То есть механика немного более расширенная, чем в Субнаутике, например. И там есть возможность, в общем, объединения комнаты и прочее. Что касается кооператива, то есть да, в игре будет кооператив, можно будет, по идее, сначала это будет через Steam, ну, как бы, ну, либо, конечно же, по локальной сети можно, то есть один игрок будет выполнять функцию сервера, остальные к нему подсоединяются. Также у нас будет механика разрушения базы. То есть, допустим, да, как уже мы говорили, есть метеорит. Метеорит может попасть в стену базы и, собственно, разрушить ее. Соответственно, это повлияет на то, как, что там внутри происходит, да, допустим, там, про кислород и про прочее. То есть у нас будут разные локации, как уже тоже упоминались, то есть и как бы те же самые пещеры, потому что это как бы важная часть Луны. Также есть механика работы с электричеством, да, придется добывать электричество, потому что многие приборы и многие устройства требуют электричества. Соответственно, придется как-то с этим разбираться. Давай поговорим о том, чем наша игра отличается. Первое отличие — то, что у нас ты добываешь не напрямую ресурсы, из которых ты потом строишь, а ты добываешь руду, минералы, и потом ты их обрабатываешь, и из них получаешь ресурсы, как уже металл, из которых ты дальше уже что-то строишь. В принципе, у нас есть как бы геймплей, трейлер демонстрации механики строительства и крафта, там это все продемонстрировано. Потом
Мы уже почти сделали разрушение базы, да, Мгм. то есть метеоритные дожди и другие различные аномалии Да, будут наносить ущерб да. предметам Разрушать, например, может, то есть разрушится стена или потолок или что-то такое. и игроку в том числе, да, то есть Ну если да, в игрока конечно. метеорит попадает, то он получает урон. Мгм. Да, то есть придется так вот бороться с этими аномалиями, как-то им Ну противостоять. и защищаться в дальнейшем, допустим, от тех же метеоритных дождей. Да, дальше также строительство базы, да, мы хотим сделать его более расширенным, чтобы дать больше творческую свободу, М, да, игрокам, чтобы они могли строить такие базы, которые они хотят, и как хотят их как бы обустраивать, обставлять, да, то есть мы также привнесли механики из проектов типа вот как House Flipper, да, что можно было двигать что-то, переставлять мгм. предметы. Потому что в подобных проектах там либо эта Ну, механика вообще отсутствует, перемещение предметов, либо она в ограниченном ну да, то есть, допустим, чтобы передвинуть шкаф, варианте. надо сначала из него все вытащить, потом его разобрать и построить его на новом Да, у месте. Это нас, в не очень принципе, удобно. перемещение уже есть, тоже есть на канале. Еще из отличий, что у нас больше такой фокус на sci-fi, научную часть. Мы решили как бы лор и сеттинг игры строить вокруг более таких реалистичных научных фактов, скажем так, да. Мы, скорее всего, все-таки не будем уж на 100% все это делать. Мы будем стараться делать это по возможности. Но если это, конечно, мешает как-то геймплею, или, допустим, тот же самый момент с метеоритами и их хвостами, да, то есть, казалось бы, Это я а, хотела отдельно обговорить. ну, это, в Но принципе, да, как бы часть выдумки, естественно, будет, потому что это все-таки художественное, скажем так, да, произведение. основано И на реальных. часть фикции, естественно, там должна быть. Давай немножко еще коснемся вопросов, да, которые мы уже получили в Мгм, комментариях мгм, к игре, да. Например, вот первый вопрос как раз-таки про хвосты у метеоритов на мгм. Луне, что на Луне, мол, нет атмосферы и не может быть таких хвостов у метеоритов. Да, то есть, ну, атмосфера, конечно, есть, она просто очень разреженная, поэтому, как бы, да, то есть, трение не такое, не возникает настолько, и действительно хвосты были бы, если они были бы вообще, они, возможно, скорее все-таки были, то были бы весьма короткие. Вот. Но проблема в том, что тогда и метеорит бы не было заметно. То есть мы пробовали просто ради интереса так если попробовать сделать, да, и как бы непонятно, откуда прилетело. Непонятно, то есть, Может быть, мы даже демонстрацию выложим, как это да, будет выглядеть. Но и если вообще, там будет. на самом деле, мы не знаем. Нет достоверных съемок о том, Да. как выглядят метеориты на Луне. Плюс бывают облака пыли на Луне, и они тоже создают препятствия для метеоритов, могут их как-то там разогревать. Правильно? Ну, в любом случае там дело может быть, да. Вот. По То, поводу теней, вот у нас да. еще был комментарий, что какие-то не такие тени на Луне, да. Тени у нас в нашем проекте выстроены как раз-таки сейчас правильно, да, потому Ну, что, как бы да. опять же, атмосфера очень разреженная, кто-то из астрономов он вообще говорит, что там, мол, вакуум. Но в любом случае нечему рассеивать свет, и, соответственно, тени получаются черными. Да. Это особенность Луны и ее разреженной атмосферы. И Не, дым тоже черный именно по этой причине. Про поводу дыма тоже был комментарий, что дым слишком черный, не такой. ну, как Почему бы, он вверх идет, тоже люди спрашивали. Как бы, с одной стороны, да, как бы дым в подобной разреженной атмосфере должен рассеиваться равномерно. как-то по-другому Да. идти, не так, как у нас на Земле в условиях атмосферы. Вот. А с другой стороны, также нужно понимать, что есть игровые Условности, условности, да. что есть, например, такое понятие, как точка интереса. Да. Если мы хотим, чтобы игрок прибыл в какую-то точку, нужно его внимание к этой точке привлечь, например, дымом. Вот. А если он будет просто как-то развеиваться, то никто этого и не увидит. Вот. И последний вопрос вот по поводу релиза игры. На какой стадии, да, сейчас все находится. Собственно, план-то какой у нас? Мы собираемся выпустить демо в этом году. Мгм. Сейчас у нас октябрь 2025 года, соответственно,
Надеюсь, до конца года демо мы соберем. Сейчас мы на этапе завершения работы над механиками, да, и мы уже начнем собирать уровень, да, и после демо-версии мы планируем выпускать игру уже в раннем доступе. Да? Что такое ранний доступ? Ранний доступ значит игра недоделанная, и поэтому она продается дешевле. И да, когда она будет полностью уже готова, тогда игра уже будет стоить дороже. И когда, получается, вы игру в раннем доступе покупаете, вы поддерживаете разработчиков, поддерживаете разработку этой игры. Ну да, в завершении хотим сказать, чтобы вы добавляли игру в желаемое в Steam. Таким образом мы в первую очередь оцениваем, да, насколько этот проект кому-то интересен. Вот. Подписывайтесь на этот канал, чтобы следить за обновлениями, за интересными историями о том, как мы разрабатываем эту игру. Ну и да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, желательно положительные. Да, пишите, какие вам игры нравятся и почему именно какие механики вас больше всего увлекают. На этом все, до связи.